Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Вам очень нравятся страшные видео из ТикТок. И сегодня снова мы посмотрим жуткие ролики из этой социальной сети. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Беги. Следующий ролик был снят на камеру наблюдения. Охранник заметил нечто странное и решил поделиться этим видео. Посмотрите. На видео бежит весьма напуганная женщина. Кажется, она даже убегает от кого-то. Через несколько мгновений появляется фигура, которая идет прямо за ней. Зрители заметили, что это нечто будто материализуется из ниоткуда. Так почему же женщина убегала и кем была эта фигура? Пишите свои догадки в комментариях. Церковь. Следующее видео снято на камеру наблюдения у церкви. Один мужчина обратился с запросом в охрану, так как у него что-то пропало. Пока охранники искали злоумышленника, они обнаружили загадочные кадры. Давайте посмотрим. Одна из боковых дверей открывается сама по себе, а затем происходит нечто действительно пугающее. Полупрозрачная фигура выходит через проход, а дверь остается открытой до тех пор, пока фигура полностью не выйдет. Затем она закрывается. Очевидцы, тем не менее, верят тому, что они стали свидетелями некого духа. Вопрос, были ли у него злые намерения или только добрые помыслы, остается открытым. Кладбище. В следующем видео Джермейн Экстремо, молодой исследователь из Аргентины, транслирует свои расследования в прямом эфире. В этот раз он отправился на кладбище, в котором, по легендам, обитают привидения. Посетители рассказывали о звуках шагов позади них, а также шепоте и тенях, которые появляются прямо около них. Джермейн начинает исследование кладбища и натыкается на доску Уиджи, которую кто-то положил на могилу ребенка. Encuentro una ouija en un cementerio y cometo un gran error. No, amigos y amigas, miren esto. No, no, no. Quiero creer... No quiero creer que estos sean gotas de... Gotas de sangre. Llévala. No me tienten. No me tienten, por favor. Ay, esta tumba. ¿Qué es esto? No, amigo, no, una cuija. Lo siento mucho. Voy a agarrar con la bolsa. No. Oh, ya fue, con la mano. Мужчина решает убрать доску для спиритических сеансов с могилы и идет к выходу. Me voy. Disculpen, amigos, disculpen de verdad, pero son oportunidades que pasan una vez en 1000 años
Así que me voy. Sí. Только спустя несколько дней, посмотрев видео внимательно, он замечает нечто жуткое. Еще на кладбище фигура следовала за ним. Если посмотреть в замедленном режиме, то несложно заметить. Но также темная фигура ровно в 3 часа 35 минут появляется недалеко от его квартиры. Miren, amigo. Son las, a ver si se ve, 3:35 de la madrugada. Otra vez me despierto por ruidos fuertes en el techo y cuando me asomo por la ventana, miren. ¿Qué es eso? Explíquenme. ¿Qué es eso? Vamos a ver de afuera. Vamos a ver si se ve de acá. No se ve. Miren. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Hola. ¿A quién busca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Miren, miren, miren. Enfoca. Enfoca. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué se hizo? ¿Pero si estaba para acá? Acá estaba para... ¿Qué onda, loco? Vengo saliendo de ahí. Aquí estaba parada. Puta madre. Puta madre. Как только Джермейн выходит, чтобы приблизиться к ней, это нечто пропадает. По мнению зрителей, она могла последовать за ним, так как не стоило трогать, а тем более забирать то, что ему не принадлежит. Таким образом, он мог побеспокоить мертвых. В следующем видео, когда Джермейн был уже дома, в его квартире начали происходить жуткие инциденты. Посмотрите. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Otra vez. Verde, negro. Mierda. Otra vez. Otra vez lo mismo. Otra vez. No me puede estar pasando esto.
Когда мужчина готовится ко сну, шкаф открывается сам по себе, и оттуда доносятся странные звуки. Когда Джермейн идет проверить, то через окно он видит, как темная сущность быстро проносится по улице, будто напоминая о своем присутствии рядом с ним. Самые зоркие зрители также заметили, что когда Джермейн находился около зеркала, позади него можно заметить эту сущность. Некоторые пользователи предполагают, что темная фигура – это злобная сущность. Другие пишут, что мужчина инсценировал весь этот инцидент ради просмотров. А каково ваше мнение? Психиатрическая больница. Следующее видео было опубликовано Джесс, которая работает в ночную смену в психиатрической больнице. Давайте посмотрим. What is that? Because it is not me. This is me leaving, closing the door. Темная фигура появляется в зеркальном отражении. Кажется, это нечто стояло около девушки. Джесс уверена, что людей в это время около нее не было. Тогда кто же скрывался позади? Мнения пользователей, как всегда, разделились. Одни писали, что это мог быть просто пациент, который надел черную мантию и находился не в себе. Другие отмечали, что видео постановочное. Третьи выдвинули версию о том, что это была теневая фигура, которая может быть весьма опасной, и Джесс стоит быть осторожнее. Странный объект. Следующее видео, найденное в TikTok, снято камерой наблюдения, которая зафиксировала странный объект. По словам пользователя, загрузившего видео, на его телефон пришло уведомление с камеры наблюдения. Мужчина с любопытством открыл видео и был озадачен. Посмотрим вместе. Рядом с автомобилем появляется фигура кого-то или чего-то. Однако, когда камера перенастраивается, загадочная фигура исчезает. Как вы могли заметить, в тот день шел снег. Мужчина говорит, что раньше, даже при больших осадках, такого не было, хотя камера установлена достаточно давно. Среди пользователей, которые посмотрели видео, были различные варианты. Некоторые писали, что это мог быть паук или жук, который заставил камеру расфокусироваться. Другие пишут, что это мог быть призрак. Третьи считают, что это могла быть тень, а фигура просто иллюзия. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм. Где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Тесла. В следующем видео владелица Теслы по имени Манана показала, как камера автомобиля записала нечто пугающее, когда она ехала домой. Посмотрим вместе.
Человек, кажется, стоит на оживленной трассе. В это время через него даже проезжает машина, но он остается неподвижным. Спустя некоторое время фигура начинает двигаться, прямо как человек. Манана отметила, что все это продолжалось около 10 минут. Она обратилась к своим подписчикам в поисках ответов, говоря о том, что камера Тесла, по-видимому, обнаруживает сущности, которые человеческий глаз не может видеть. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Присутствие. В следующем ролике мать двоих детей Джессика Кантони поделилась своими переживаниями. Девушка переживала, что их дом преследуется, так как в одном из видео увидела это. Давайте посмотрим. I rap about sucks mismatched and torn. My flow's like a snail, slow and forlorn. I'm the king of nonsense, ruler of love. My brains are marshmallow, never На видео снят танец Джессики с ее маленькой дочкой. Сначала кажется, что ничего не происходит, но обратите внимание на спальню позади них. На несколько мгновений можно заметить, как темная фигура движется, находясь в комнате. Джессика подтверждает, что она была с дочкой в доме одна, а муж гулял с их собаками в это время. Девушка поделилась, что она уже сталкивалась с необычными инцидентами в этом доме. Сразу после того, как они переехали, пол на кухне стал настолько горячим, будто его раскалили, и им пришлось его заменить. Муж тоже видел весьма необычные вещи, но старался не придавать им значения. Есть еще одно видео от этой семьи. В нем Джессика рассказывает, что ее сын начал разговаривать с невидимым другом. Is that a rhino? No, it's Jessica. Where's Jessica? It's with you. Go say hi to Jessica. Он говорит, что друга тоже зовут Джессика, и это не на шутку пугает маму. После всех событий Джессика проводит небольшое расследование и обнаруживает, что многие дома их района были построены на старом кладбище. Когда они установили камеры наблюдения в доме, то их опасения только подтвердились. Некая активность проявлялась в коридоре, когда дома никого не было. Вы можете ясно видеть тени, которые появляются в этом доме. В еще одном видео Джессика делится воспоминаниями о том, что когда они только переехали в этот дом, она потеряла сознание. Несмотря на то, что девушка никогда до этого не падала в обморок, теперь она убеждена в том, что это была не случайность. Еще одно видео подтверждение, которое нашла Джессика, как дверь открывалась сама по себе, когда их не было дома. Ни она, ни ее муж не могут рационально объяснить эти явления. Они даже обращались в компанию по борьбе с вредителями, чтобы проверить, не завелось ли в доме или около него дикое животное. Но, к их сожалению, они ничего не обнаружили. От бессилия они пригласили священника в свой дом, который несколько часов читал молитвы и в конце концов дал совет покинуть это жилье. Джессика говорит, что переезд для них не такое простое дело, поэтому они будут продолжать бороться. Тротуар. В следующем ролике женщина регулярно делится с подписчиками видео с участием своей дочери. Они снимают все, начиная с пробуждения и заканчивая рабочими процессами. Недавно, когда они уехали на работу, то столкнулись с неприятным инцидентом. В этот раз, по мнению блогеров, они засняли призрачную фигуру, которая стояла на тротуаре. Женщина рассказывает, что каждый день, когда они едут на работу, то видят эту фигуру. Если присмотреться, действительно можно увидеть едва заметную фигуру, предположительно мужчины, который стоит на обочине дороги. Женщина говорит, что она обеспокоена. С одной стороны, это нечто не причиняет никому вреда. С другой, почему оно появляется там,
и какова его цель. Она просит у своих подписчиков совета и спрашивает, кем действительно может являться эта аномальная фигура. Сосед в доме. Следующее видео сбило с толку многих зрителей. Мужчина по имени Морган утверждает, что в его доме обитает нечто нечеловеческое. Он снимает видео в целях задокументировать это событие. Давайте посмотрим. Babe? Are you upstairs? Когда мужчина идет по дому, в одной из комнат можно увидеть фигуру, которая будто сидит на стуле. По словам мужчины, он уже однажды видел свою жену в их доме, хотя тогда ее на самом деле там не было. Он утверждает, что это мог быть доппельгангер. У многих народов есть легенда о существовании двойника у каждого человека. Слово доппельгангер переводится с немецкого как двойник и означает сущность, точь-в-точь повторяющего образ человека. Такой клон нередко принимает за темную сторону человеческой личности, ангела-хранителя, астрального двойника или даже душу. Должно быть интересно пообщаться со своей точной копией, но бытует мнение, что подобная встреча может закончиться трагически. Некоторые спустя несколько лет осознают, что выглядят в точности как увиденный ими двойник. Другие, которые встретились с полностью идентичным клоном без каких-либо внешних или поведенческих отличий, вскоре покидают этот мир навсегда. Известны случаи, когда доппельгангер является родственником человека, который в скором времени должен умереть. Был ли это действительно двойник его жены, или они-то все подстроили? Как всегда, решать только вам. Настороже. Многие люди верят, что животные имеют обостренное чувство к обнаружению неземного и паранормального. Следующее видео было загружено в TikTok именно с таким позывом. Посмотрим вместе. Luna, Jackson, come here, please. Come here. Come behind. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Сначала трудно увидеть, но есть некая фигура, которая скрывается в кустах и которую чувствует собака, в конце концов агрессивно реагируя на нее. Трудно сказать, что именно это было, просто тень или фигура человека. Несмотря на это, десятки пользователей сказали, что всегда следует доверять интуиции животных. Когда собака лает, она настороже и беспокоится, поэтому стоит к ней прислушаться. Именно так делала хозяйка собаки, и поэтому мы никогда не узнаем, что же скрывалось в кустах впереди. Арендное жилье. В следующем видео девушка Эмма Рози сняла жилье на Airbnb, однако ее собака стала демонстрировать достаточно странное поведение, что побудило девушку начать съемку. Смотрите внимательно. Yeah? What is this first? Where's the ghost? Right there? Where? Where is it? She's staring at the wrong spot. Собака начинает лаять, но обратите внимание на то, что чья-то рука будто тянется к ней. Многие зрители обратили внимание также на глаза собаки и ее агрессивное поведение. Другие пользователи отметили, что собака могла так отреагировать на новую квартиру, которая ей еще неизвестна. Посмотрите это видео еще раз и сделайте свой вывод о том, что же здесь произошло. Трасса. В следующем ролике на оживленной трассе из ниоткуда появляется человек. Посмотрите.
Когда машины едут по трассе, посреди дороги можно увидеть фигуру, напоминающую человека. Как она там появилась, остается только гадать. Посмотрев это видео, многие зрители отмечали, что это мог быть реальный призрак, который когда-то погиб именно здесь, на этой трассе. Тем не менее, что же это было на самом деле, мы с вами никогда не узнаем. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также перейдите в описание этого видео, там будут полезные ссылки на Telegram и на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Jawad para. It's all fake.